Привет! Меня зовут Владимир Шереметьев, и вы смотрите первый выпуск моей новой серии обучающих видео, посвященных современным танцам, а именно дабстепу, под названием Dubstep Dance Tutorial. В этих обучающих видео я буду рассказывать вам о некоторых секретах танцевальных, а также показывать базовые танцевальные движения и, что важно, танцевальные связки, которые вам помогут посмотреть, как эти движения выстраиваются в процессе танца. Смотрите Dubstep Dance Tutorial, подписывайтесь на мой канал вот здесь и смотрите обучающие видео вот здесь. Итак, первая часть обучающих видео Dubstep Dance Tutorial называется «Что такое дабстеп?». Вообще, это такой общий вопрос, особенно для тех, кто занимается танцами, в частности поппингом. Многие спрашивают, что такое дабстеп, чем он отличается от электрик буги, и есть ли вообще такой танец или нет такого танца, и может быть вообще все это поппинг, а может быть и не поппинг. Значит, вкратце суть такова. Что такое дабстеп и откуда взялось это название? Сам по себе дабстеп, насколько я понимаю, появился следующим образом. То есть, когда стала популярна музыка дабстеп, и танцоры стали делать свои видео под эту музыку, они начали называть эти видео где-то на YouTube и на других, значит, сервисах, где можно обмениваться видео, они начали называть эти видео, например, Dubstep Dance. Но что такое вообще Dubstep Dance для нас, как для русских людей? Вот для американцев и для англичан это словосочетание имеет два значения. Первое значение это как бы танец дабстеп, да? А второе значение это слово дабстеп как прилагательное, да? Понимаете? То есть это как бы дабстеповый танец. То есть имеется в виду что? Танец под дабстеп. Чувствуете? То есть танцоры, когда начали снимать видео, они начали называть их танец под дабстеп. Мой танец под дабстеп. Но поскольку разница вот эта в значениях, она не очевидна, даже для носителей там английского языка, то не говоря уже об остальных, то люди начали думать, что, глядя на вот эти видео, что это танец дабстеп. Соответственно, они начали подражать этому, начали снимать собственные видео. И вот таким образом, не вникая как бы в азы культуры вообще танцевальной, появилось вот это вот течение, танец дабстеп. Сегодня, на данный момент, мы можем сказать, что в принципе этот танец имеет свои характерные признаки. То есть он отличается от как такового поппинга. Что такое вообще дабстеп сейчас? Дабстеп это то, что можно с одной стороны назвать понятием анимейшн, да, то есть иллюзорные стили. То есть дабстеп, как мы его видим в исполнении, например, нон-стопа, он, конечно, включает в себя что? Вейвинг, то есть волны. Он включает в себя изоляции различные. Он включает в себя очень много кентата и элементы поппинга. Ну и, конечно же, глайды. То есть это изоляции как робот, волны, кентат и трансформации на основе кентата и глайды. Вот. Безусловно, там есть также какие-то элементы из поппинга. Но чем дабстеп отличается от поппинга в принципе? Поппинг это всегда пап, ритмичный. То есть если мы берем поппинг как Original style, да, вот собственно поппинг, не общее название стилей танцевальных, а именно поппинг, то это всегда поза-фиксация, поза-фиксация, поза такая, фиксация, да. Dubstep dance, то есть, или animation, то, как танцуют его сейчас, это не поза и фиксация, это что-то другое. Ну, как мы уже сказали, дабстеп это все-таки, дабстеп dance это не совсем поппинг. То есть можно танцевать поппинг под дабстеп, но он сохранит свои ключевые признаки, да? То есть поппинг в original style это что такое? Это у нас всегда поза, фиксация, поза, фиксация. Вот поппинг под дабстеп он будет в любом случае сохранять вот эти признаки. То есть, если вы посмотрите, как попперы круто танцуют под дабстеп, вы все равно увидите, что это поппинг. Но если вы посмотрите, как под дабстеп танцуют, например, члены команды Dragon House, команды нон-стопа, то это будет другой танец. Это будет все-таки робот, волны, трансформации, кентат, глайды, изоляции различные. Да? То есть, вот это и есть сейчас то, что мы называем дабстеп dance. Это направление уже настолько широко распространилось, что оно имеет право на существование. Ну, хотя мы понимаем, что это, конечно, совокупность
все тех же самых стилей, которые используются в поппинге. То есть, еще раз, робот, сам поппинг где-то, да, изоляции, глайды, вейвинг, кентат. Вот это и есть дабстеп. Если вы хотите хорошо научиться танцевать дабстеп-дэнс, электрик-буги, поппинг в том числе, учите отдельно эти стили. Это очень важно. Учите волны, хорошо делать качественно. Учите изоляции, учите робота, учите кентат. Кентат вам поможет трансформациям, вообще логике вашего танца. Учите вот это вот все. Нужно сказать еще несколько слов о том, кто сейчас является, так сказать, что за люди являются такими вот яркими фигурами этого танца. В первую очередь это, конечно, Маркиз Скотт. Пожалуйста, правильно запомните это имя. Маркиз его зовут. Маркиз Скотт, он же Non-Stop. И вся его команда Dragon House, это Чиби, это... ну, в общем, много там, не только Чиби, там, конечно, много еще людей танцует. Сам Маркиз Скотт, он не говорит, что он танцует дабстеп-дэнс. Нужно это понимать. Он говорит, что это скорее анимейшн, но он и говорит, что это не поппинг. В следующей части первой серии обучающего видео Dubstep Dance Tutorial я вам покажу танцевальную связку в стиле дабстеп.